Всем привет, друзья! Всем привет, 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 всем привет. Как видите, уже наступает зима, уже снежок там в Московской области выпал полноценный. Вот я ручки потираю, мне тоже тут холодно. Новогодний хайпик имеется. Да, значит так, друзья. Дорогие мои друзья, сегодня будет небольшое видео, потому что времени у меня мало. Кстати говоря, про время. Вот мой главный враг. Вот мой главный враг. Послушайте его, послушайте его, послушайте его. Я люблю его всей душой. Ну, значит так, сегодня вкратце расскажу, значит, в связи с отсутствием времени вообще, кто я, как я оказался в другой стране. Значит, для тех, кто не знает, меня зовут Артем. И я уроженец поселка Воронежской области, конкретно Панино. Жил всю жизнь практически, да, в городе Серпухов, Московской области. Вот, и, наверное, что стоит сказать? Вот, наверное, до 6 класса я учился в одной школе, затем перевелся в другую. В первой школе были какие-то проблемы у меня с обучением. Не буду вдаваться в подробности. Во второй тоже были проблемы. У кого не было проблем в школе, господи боже мой, что я говорю такое. Вот отучился я там до 9 класса, сдал ОКшечку. Ну и начинается, как у любого человека в этот момент жизни, размышления, а куда бы мне пойти. Ну и что придумала моя головушка? На тот момент мой мир сломался. Всю жизнь думал, что я хочу быть военным. И тут я понимаю, что я не хочу быть военным. И что же делать? Начинаются размышления. И что? Моя голова ничего не придумывает. Я решаю остаться на подольше. Перехожу в 11 класс. Но уже в другую школу. В ту школу я поступить не смог. Мне в ней отказали. Вот, но не суть. Ну и что? В течение 10 класса начинает в моей головушке назревать мысль. Мол. А как же так? Да, надо что-то придумывать. Ну и начинается активный мыслительный процесс. В итоге я для себя что решаю? Вот всегда в моей жизни хотелось, да, какого-то нового опыта, чего-то интересного. Ну и заранее я планировал, что вот, мол, закончу вуз и поеду в Европу. А я подумал, а почему бы не сделать этого сейчас? Собственно, что мне мешает? Так я и оказался здесь. Оп. Краткая биография, не правда? Какой кошмар. Извините меня, друзьяшки мои, пишу одним дублем, пишу. Вот. Ну и что, давайте чуть расскажу еще поподробнее, потому что много что мне рассказывать про переезд. Понимаете сами, документы, весь этот гемор, это явно не та история, про которую интересно послушать. Много денег ушло на переезд, сами документы по себе довольно-таки приличных денег стоят, все апостили, все нервы убиты на это поступление. Они, конечно же, того стоят. Вот, но просто сам факт, да, путь был непростой. Вот, давайте перейдем на скорочек. Конечно, у меня, как видите, сегодня очень вайповая рубашечка в стиле бохо, Новый год, я не знаю. Бохо, ну, Pinterest Girl, Pinterest Guys мне наверняка поясняют, что это такое. Я не знаю. Вот такие у нас будут нежные поглаживания. А знаете, почему акцент на рубашечке? Да потому что я реальный high-fashion демон. Да, я очень люблю модно одеваться, но понятие моды, конечно же, у меня свое. Можно понять это по моим часам. Это наручный калькулятор. Да, как бы да. Вот бомбер мой любимый, уже запомнили. Те, кто смотрел предпоследнее видео. Вот примерно так я и одеваюсь. Вот, что еще могу про себя рассказать? На самом деле, в жизни своей много всяких вещей успел перепробовать. Вот из самых таких интересных, я и в художку ходил. Да я и
велосипеде катался. Ох, ну тоже, да, придумал, а кто не катался на велосипеде, ладно, давай по-другому. Я и мышки паял, я и перепродавал, я и в секонд-хендах тоже там все это организовывал, зашивал одежду, чинил, тоже перепродавал. Что я еще мог делать? Что я еще мог делать? Давайте подумаем вместе. Что я мог делать? Ребят, я в компьютер играл. Да лет, наверное, 12, просто ужасно много играл в компьютер. Ну, давайте так, придем к цифрам, чтобы, да, не пустословить. Наверное, вот на данный момент у меня в одной игре GTA5 около 10 тысяч часов на всех аккаунтах, как бы, да, это почти 2 года беспрерывно днем и ночью играть в компьютер, поэтому, да, тоже поймите, это все не просто так. Кстати, фан-факт из моей жизни, когда мне было 8, может быть, 9 лет, меня лечили от компьютерной зависимости. Представляете себе компьютерная зависимость? Звучит как бред, правда? Примерно в тот момент я перестал бояться уколов. На протяжении всего лета, на протяжении каждого дня мне делали по одному укольчику в попу. И начиналось все с того, что я прятался под кроватью и кричал: «А, помогите!» А закончилось тем, что я теперь реально жестко кайфую от уколов. Как бы, да, все, я перестал бояться уколов и вылечил свою зависимость. Как выражалась моя зависимость? У меня начинались тики, как только я уходил из компьютера. К сожалению, они связаны со звуком, поэтому я не смогу их воспроизвести. Они довольно-таки громкие и неприятные. Ну, скажем, я постоянно делал вид, что у меня першит горло. Это было неконтролируемо и неприятно. Вот. Что еще? У меня была другая игровая зависимость. Понимаете, да? Так называемый однорукий бандос. Вот. Мне было, наверное, лет 13, но на самом деле, как бы зависимостью это неправильно называть, это большое преувеличение. Просто был такой период в моей жизни, когда все карманные деньги я успешно сливал на всякие игрульки. Начиналось все с кейсов Counter-Strike 2, сайтов с кейсами, и пришло все в небольшой казик. Вот. Знаете, как это закончилось? Закончилось это примерно в том же времени. Как-то раз я вот с 25 центов поднял 5000 рублей. Представьте, да? Ну, это буквально с ничего. Уже такая приличная сумма для школьника. Очень хорошая сумма для школьника. В общем, я поверил в себя, но в моменте я ее разом все поставил. И в моменте я ее разом все проиграл. И в тот день мой отец подарил мне 1500 рублей денежных средств. И, к сожалению, я воспользовался ими абсолютно так же, как и прошлыми 5000. Я поставил их одной ставочкой. И все очень грустно закончилось. Но что я считаю полезного произошло из этой ситуации, так это то, что я для себя решил, что с такими вещами я больше не веду в своей жизни. Было очень много эмоций у меня. Я, честно, вот, так обидно стало. В плане того, что вот отец старается, подарил там сыну денежку, а я вот так с этим обращаюсь. В общем, да, стало мне очень стыдно. Так. Со странным звуком вышло, что я вытащил, не знаете. Давайте еще повытаскиваем. Воздухан. Вранье. Что это было? Тоже нет предположений. Давайте дальше. Тоже непонятно, да? Какие-то странные звуки вы издаете. Что вы вообще творите? Что вы кушаете, что вы пьете? Почему? Ладно. Не в этом дело. Давайте продолжим. Что еще я могу рассказать? Да блин, ребят, чё я в спортзал хожу? Ладно. И, к сожалению, сейчас, если хотите посмотреть на меня, с голым торсом, где я с мышцами накачанный, крутой и вообще на стероидах,
еще принести мою медкнижку и показать, что вообще у меня там было. Последний раз, когда я прям окончательно потерял интерес к залу, у меня была история болезней, которые шли друг за другом длиной в полгода. И при этом тогда у меня был самый пик моих мощностей. Я планировал выполнить 2 кандидата мастера спорта по становой тяге и по жиму лежа. Но с этим, к сожалению, не срослось. До этого 2 операции на нос переносил. К сожалению, они были ужасно серьезные и тяжелые. Как бы базовый регулярно нос не звучал, но мой носик особенный и ужасно старый, судя по его характеристикам. Так, что еще могу рассказать? Ну, блин, кстати, спорт на самом деле в моей жизни много чего принес. Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека, неважно какой, хоть теннис, хоть настольный теннис, хоть плавание, вообще не важно. Как будто это на самом деле так сильно помогает человеку. При этом, опять же, не могу сказать, что я сейчас, например, занимаюсь им по своей воле. Это уже выработанная дисциплина, которая помогает поддерживать мне себя в форме. И это уже круто. Я никогда не выгляжу как пончик. Это уже большой бенефит на всю жизнь. Большое преимущество на всю жизнь. Вот. Бенефит. Ну, сказал тоже, да, Бенедикт. Сейчас Ватсон. Расследуем дело. Что такое? Что такое вообще? Как не русский разговариваю. Кстати, вот прикольная штука, смотрите. Знаете, что это? Это мне сделала моя девушка. Это мне сделала моя девушка своими руками, представляете себе? Вас целовать не буду, простите. Простите, я не могу на глазах у этого рослого парня. Он меня не поймет. Пожалуйста, просто поймите меня. Мужская, женская солидарность, давайте, не надо. Так вот, что еще могу про себя рассказать? Ну, слушайте, блин, что сейчас вообще делаю? Сейчас себя ищу, как все люди, ёпрасоты. До сих пор не понимаю, что делать в жизни нафиг. Пришел сюда, в Грецию, учу греческий язык, а башка до сих пор не работает, не понимаю, что хочу. Ну, давайте так, понятно только одно. Ладно, могу парочку требований выдвинуть. Я хочу стабильность. Я хочу деньги. Я хочу крепкую семью. Я хочу иметь хорошее здоровье. Я хочу иметь достижения по жизни, которыми я буду гордиться. Вот моя 5, которую я хочу реализовать. Постепенно, шажками, я до нее дойду и буду искать другую цель. Наверное, без цели человек. Что это такое вообще, да? Мы такого не знаем. Вот, ну а сейчас что, поддерживаю себя в форме. Ребят, ну вы знаете, я сейчас не в лучшем ментальном состоянии. Господи, сплю плохо. У меня опять какой-то неприятный депрессивный период. Ну, господи, вы знаете. Кому я тут рассказываю, да? Все тут собрались на меня посмотреть. Зверек депрессивный, сидит там за экраном, что-то в рубашке и разговаривает. Вот, ну и чё, блин, сплю плохо. Занимаюсь тоже плохо спортом, если честно. Так, ну самое главное, что поддерживаю себя в форме. Стараюсь от себя много не требовать сейчас. Скидываю большинство своих проблем на акклиматизацию, но при этом понимаю, что не только в ней дело явно. Потому что уже почти 3 месяца прошло, если не 3. Декабрь. Нет, не прошло 3 месяца. Я вон 2 и неделя. 2 месяца неделя прошла с момента, как я сюда приехал. Блин. Вот. А так что еще, блин? На самом деле я могу подробно рассказывать про истории своей жизни. Но опять же, кому это надо? Кстати, ладно, может быть и надо. Надо подумать тогда, что вам рассказать. Что же вам рассказать? Хорошо, давайте пока я думаю, я же сейчас какие-нибудь прикольные звуки поиздаю. Так, вот, давайте голосование проведем. Какие звуки вы хотите? Голосуйте. Что проголосовали? Ну давайте. Так, победил у нас в голосовании звуки волос. Ребят, ну вы что голосуете за какую-то фигню? Ну как хотите, блин.
знаете, такая небольшая дисмораль. Я заказал микрофон, я прождал уже почти 10 дней, а он все еще не приехал. И мне так грустно записывать ролики на микрофон из-под телефона. Так, посерьезней. Так. Ну, я на самом деле очень жду микрофон, потому что хочется попробовать повысить уровень съемки, хочется повысить уровень качества звука, хочется повысить уровень креативности и вообще стать самым крутым ASMR-артистом. Вы обратили внимание на то, какой я сегодня вообще чудной? Знаете почему? Да потому что. А чё нет? Чё нет? Настроение разное у людей бывает. Мы не все одинаковые, правильно? Всегда. Чё, красота. У меня... Чё еще? У меня нет музыки здесь. У меня здесь музыки нету. Музыки нету. Знаете почему? Потому что Spotify я не могу нормально скачать. Вот беду себе нашел, да, в Европе. Ладно, в России. Spotify премиум скачать на Trashbox. А тут ты скачиваешь, и что-то не так. Они что-то пофиксили, гады на разрабах что-то пофиксили. Я не могу слушать музыку. Я не понимаю, почему. О, боже мой. Я уже почти 2 месяца живу без музыки. Занимаюсь спортом без музыки. Хожу по улице пешком без музыки. Я не могу сказать, что мне это прям нравится. Отсутствие музыки меня, наоборот, печалит. Я, конечно, за то, чтобы не слушать музыку на протяжении целых суток, но блин. Ну, может быть, хотя бы чуть-чуть. Ладно, потом, может быть, когда успею. Когда стану более успешным, может быть, смогу себе позволить что-нибудь подобное. Пока что не актуально. Вот так вот. Че еще, блин? О, боже мой. Я, кстати, был топ-100 игроком в War Thunder по статистике. На турнирах играл. И ролики раньше по War Thunder тоже снимал. Фан-факт такой вам. Я, конечно, безусловно, не был таким популярным, как сейчас. Охваты, которые я набираю сейчас, они меня просто поражают. Я хочу примерно 10 в 100 раз лучше. 100 раз лучше хочу. 100 раз лучше хочу. 100 раз лучше. Вообще, вы не представляете. У меня 5 минут осталось. До выхода. Господи, боже мой. О, господи. Знали бы вы, как меня сегодняшний день утомил. Какой-то кошмар. Сегодня с утра пытался отправить посылку. У меня не получилось. У меня открылся постмат. И сразу же закрылся. И посылка типа отправилась. Иду Света платить за квартиру. Они говорят, 25 числа приходи, 25 числа у меня билет в Россию. Гады нафиг. Ненавижу. Какой кошмар. О, боже мой. Потом я что? В чем я еще был? В магазин сходил. Фигня пострадал. Так, впадло, конечно, сейчас все делать вообще просто какой-то кошмар. И не у кого помощи попросить. Я тут один живу, блин. Надо, обслуживать себя, свое дело. То есть кормить его надо, пить, еду готовить, покупать, учиться. Так еще по-хорошему чем-то заниматься. Ну вот смотрите, я в качестве занятия нашел ASMR. То есть для меня это по большей части на данный момент хорсинг, возможно, которое в будущем может приносить какую-то микроденежку. Кстати, ребят, я ужасно хочу микроденежку с ютуба. Мне осталось совсем чуть-чуть до монетизации. Вот, совсем чуть-чуть. Я думаю, 1-2 видео, и у меня уже будет монетизация.
классная идея. Третье. Я хочу снять видео, где я ругаюсь матом на всех языках мира, потому что, боже мой, я обожаю мат. Мат это очень круто. Четвертое. Я хочу снять видео на улице, где я занимаюсь какой-то абсолютной жопой. Извините меня, да, первое оскорбительное слово за день. Ну, давайте тоже, да, не возникайте. Жопа. И что вы мне сделаете, да? Вот, я буду снимать с какой-то фигней, и это будет все АСМР, и вообще круто. Может быть, я буду к людям подходить на улице, такой, сделай мне АСМР, мужик. И крики будут на меня смотреть, как на дурачка. Так, ну ладно, ребята. Я на вас накладываю чарльзна. Так вот, всем большое спасибо за просмотр, всем большое спасибо за просмотр. Должно это видео выйти примерно часов 11 по русскому времени, по московскому. Я постараюсь сделать все возможное ради этого 11 числа декабря. Господи, боже мой. Привет людям из будущего, кстати, наверняка тоже смотрите. Так вот, всем большое спасибо за просмотр. Рад был вас увидеть. Пощу.